знаете, на сегодня методик можно применить много. И йога, и массажи, и остеопатия, и иглотерапия, и криотерапия, и ударно-волновая терапия. Проблема в том, что человек встает на две ноги после любой из этих терапий. А по физиологии мышечный стереотип переписывается в течение 3 месяцев. То есть человека нужно поставить в адекватные условия на это время, как минимум. То есть в любом случае, чтобы какое бы ты излечение не принимал, по каким методикам, если твоя стопа не балансирует, не повторяет эти 5000 векторов движения, лечение любое теряет эффект. Да? Хотя бы необходимо выровнять на этих паравертебральных мышцах, выровнять нагрузку. Паравертебральные мышцы анатомически, это спина, да? Мышцы спины вдоль спины, они симметричны. Вдоль всего позвоночника. Что такое сколиотическое искривление? Одна мышца входит в гипертонус, другая в гипотонус. Хорошо, взяли, прекрасный массажист, прекрасный остеопат, взял, снял это, все, он снял, да, в идеале, да, например, вот работал над человеком 10 часов над одним, снял мышечные перегрузки, сделал из него идеал. Человек лежит, балдеет просто на столе у массажиста, но он дальше встает и начинает идти в своем привычном ритме. Мышечный стереотип входит в старый. Да? Мышца опять входит в то же состояние, в котором она была, потому что мышечная память не переписана. У меня были пациенты, которые говорили, вот есть там методика там такая, есть методика такая, есть методика расслабления мышц путем там сознания, путем работы. Я говорю, все, что вы говорите, было еще в 70-х, 80-х годах, насколько я помню, читал это, описано в идиомоторных тренировках. Да? Этими тренировками пользовались и наши советские хоккеисты, да, довольно-таки в хорошем объеме, да, и наши все спортсмены. Идиомоторная тренировка, она была давно создана, да, не сегодня, под новыми названиями. Да. Это принцип вообще, это принцип, да. Но проблема в том, что все эти состояния, их надо как-то зафиксировать. А чтобы зафиксировать это состояние, необходимо переписать мышечный стереотип. А он переписывается в течение 3 месяцев. Не 3 дней, не 3 часов, в течение 3 месяцев. Поэтому для того, чтобы с гарантией переписать это состояние, нам нужно человека положить на 3 месяца после этой процедуры, чтобы он никуда не вставал. И мобилизация. И мобилизация. Да, и получить атрофию мышц. Маленький такой же пример. В лифте, вот у нас в больнице, в клинике, там лифт рассчитан, насколько я помню, на 8 человек. Да? Но каталось все время 12-16. И для того, чтобы катались 8, на лифте взяли, просто написали не более 4 человек. Катается 8, и он не ломается. Понимаете? То есть, как вы не чините его, что вы не делаете с этим лифтом, пока там будет кататься 16 человек, этот лифт работать нормально не будет. Поэтому здесь то же самое. Человека надо, любой массажист, любой остеопат, любой йог, любой иглотерапевт, который хочет получить эффект от своей работы, ему желательно человека поставить после этой работы его работу зафиксировать. Здесь поставить его в условия, при которых его работа будет сохраняться максимально длительное время для переписания мышечного стереотипа. Вот и все. Наш корректор, он усиливает эффект любой методики лечения в 12 раз. Потому как любая методика, пусть это будет фармакология, да, какие-то хондропротекторы, какие-то препараты, там глюкозамины, хондроитины, пусть это будет криотерапия, пусть это будет ударно-волновая терапия, пусть это будет иглотерапия, и любая терапия, йога, любой стретчинг, любой остеопат, любой массаж, эффект будет усилен в 12 раз, если человек не будет входить в старую мышечную память. Человека нужно поставить в новую память и закрепить это все. А сделать это можно только в тех условиях, в которых находится человек. Постоянно. На чем мы ходим постоянно? На стопе. Если бы мы ходили на руках, то мы бы что-то делали с руками. Если бы мы постоянно лежали, катались бы на каталке, мы что-то делали бы с каталкой. Если бы мы ходили на коленях, мы что-то делали бы с коленями. Но мы 16 часов на ногах. Поэтому мы что-то должны делать со стопой.